Эти звуки человечество слышало тысячелетиями, не придавая им особого значения. Мы привыкли к ним настолько, что перестали замечать лай на улице, короткий рык у двери, визг щенка во сне. Казалось, все просто, собаки выражают эмоции. Мы всегда думали, что понимаем их. Вот радость, вот страх, вот просьба. Но мы ошибались. Эти звуки были не просто шумом, они были языком, настоящей системой общения, которая веками находилась у нас под самым носом. То, что вы услышите сейчас, это первые фразы на языке собак, которые искусственный интеллект наконец научился понимать. Чтобы осознать масштаб этого открытия, представьте, что вы живете рядом с существом, способным говорить, но вы никогда не слышали его слов. Собаки сопровождали нас с тех времен, когда человек еще не умел возводить стены. Они охраняли нас от хищников, делили пищу, согревали тело и душу. Они шли с нами в битвах, ждали нас у костров, бежали рядом по дорогам истории. Но несмотря на тысячелетнюю дружбу, их мир оставался для нас немым. Мы слышали лай, но не слушали смысл. Мы наблюдали поведение, но не понимали речь. Ученые десятилетиями пытались расшифровать собачью коммуникацию, но считали ее ограниченной набором сигналов, эмоциональных, а не логических. Все изменилось в начале 21 века, когда группа биологов и специалистов по искусственному интеллекту из Университета Цюриха начала проект, названный «Проект Канис». Его инициатор, этолог Майкл Штрауб, заметил, что собачьи звуки слишком разнообразны, чтобы быть случайными. Совместно с инженерами из Массачусетского технологического института он предложил идею применить методы анализа речи человека к тысячам записей собачьего лая. В 2012 году команда установила в исследовательских питомниках сети высокочувствительных микрофонов и камер, способных фиксировать микродвижения ушей, хвоста, глаз. Каждое действие, каждый звук сопоставлялся с контекстом, присутствием человека, едой, опасностью, игрой, другими собаками. Проект рос. К 2015 году база данных насчитывала более 100 тысяч часов записей. Но прорыв случился, когда к команде присоединилась лингвистка из Берлина Ханна Лоренц, специалист по акустическим структурам неартикулированных языков. Она выдвинула гипотезу, что лай собак имеет слоговую структуру, где длина и тембр играют ту же роль, что ударение и тон в человеческой речи. Тогда в дело вступил искусственный интеллект. Система, обученная на миллионах человеческих языковых образцов, начала анализировать акустические паттерны, искать повторяющиеся комбинации и их в связи с контекстом. В 2018 году проект Канис объявил, собаки используют не менее 90 устойчивых звуковых единиц, своеобразных фонем, из которых они строят комбинации. Более того, эти комбинации меняются в зависимости от ситуации и собеседника. Одни сигналы универсальные, другие индивидуальные. Вожак стаи использует особый тембр, чтобы привлечь внимание. Матери посылают щенкам специфические коды заботы, похожие на убаюкивающие интонации, а некоторые звуки оказываются адресными. Собаки действительно могут позвать друг друга по имени. Каждая особь имеет свой уникальный акустический подпись, короткий фрагмент, по которому ее узнают сородичи. Искусственный интеллект выявил более 100 тысяч таких имен. Ученые впервые доказали, что собаки не просто издают звуки, а осознанно используют идентификаторы личности. Но это было лишь начало. В 2020 году проект Канис объединился с лабораторией поведенческой нейроэтологии в Киото, где исследователи применяли сенсорные метки, миниатюрные устройства, фиксирующие не только звуки, но и сердечный ритм, температуру тела, мышечное напряжение. Благодаря этим данным удалось сопоставить вокализацию с внутренними состояниями. Так выяснилось, собаки способны различать эмоциональные оттенки речи не только людей, но и своих сородичей. Один и тот же звук, произнесенный с разной скоростью или громкостью, менял значение, как слово с новой интонацией. К 2022 году проект Канис накопил более миллиарда звуковых образцов и обучил систему,
которое начало выделять устойчивые грамматические структуры. Некоторые последовательности означали приветствие, другие — просьбу, предупреждение, приглашение к игре, согласие, отказ. Самое удивительное — у собак, живущих в разных регионах, формировались разные диалекты. Немецкие овчарки использовали больше резких звуков, лабрадоры — мягких, уличные собаки в Турции — длинные ритмичные лаи, напоминающие мелодию. Но были и общие элементы, универсальные слова, понятные всем. Это напоминало развитие человеческих языков с локальными различиями, но общей основой. В 2023 году исследователи впервые попробовали воспроизвести один из таких кодов. В лаборатории в Цюрихе включили через динамик сигнал, соответствующий контексту «игра». Испытуемая собака, бордер-колли по кличке Мира, замерла, затем подошла и принесла мяч. Когда прозвучал другой код «еда», она подошла к миске. Эксперимент повторили десятки раз, результат оказался устойчивым. Впервые человек заговорил с собакой на ее языке. Искусственный интеллект продолжал учиться. К 2024 году система могла в реальном времени распознавать до 25 типов сообщений и предсказывать поведение животного с точностью до 80%. Более того, проект Canis разработал прототип устройства, голосовой ошейник, который фиксировал вокализацию собаки и отображал предположительный смысл на экране. Фразы вроде «я рад тебя видеть», «осторожно, незнакомец», «хочу на улицу» стали привычными в отчетах исследователей. Но вместе с восторгом пришли и сомнения. Если собаки действительно обладают языком, значит ли это, что они обладают и сознанием? Что они способны размышлять, задавать вопросы, хранить воспоминания? Ученые начали замечать, собаки используют одни и те же комбинации звуков, когда вспоминают хозяев после долгой разлуки. Память, эмоция, намерение — все это присутствовало. Философы заговорили о необходимости пересмотра статуса домашних животных. Некоторые юристы предложили ввести понятие «партнер вида Homo familiaris», обозначение, подчеркивающее разумную коммуникацию между человеком и собакой. Тем временем проект Canis вышел за пределы лабораторий. В приютах стали использовать алгоритмы, помогающие понимать стресс и тревогу животных. Ветеринары смогли предупреждать боль по характерным звукам еще до того, как появлялись симптомы. Волонтеры отмечали, собаки стали спокойнее, будто чувствовали, что их наконец слушают. В 2025 году система впервые зафиксировала звуковой обмен между дикими собаками и домашними в Индии, где городские и уличные стаи делили территорию. Записи показали, они действительно переговариваются, координируют действия, предупреждают друг друга об опасности. Это означало, что у собак существует культурная передача информации. Они обучают щенков не только поведению, но и речи. Детеныши подражают взрослым, экспериментируют со звуками, придумывают новые комбинации, которые иногда закрепляются в стае. Это живая эволюция языка. Один из инженеров проекта сказал: «Мы привыкли считать собак учениками человека. Но, возможно, все наоборот. Это мы — ученики их мира». Теперь проект Canis продолжает работу. С каждым годом база данных растет, модели становятся точнее. Уже известно, что собаки распознают до 400 человеческих слов, но искусственный интеллект доказал, что они способны осмысливать и собственные внутренние понятия — дружбу, угрозу, дом, любовь. Когда один из исследователей воспроизвел код, означающий «мой человек», собака легла рядом с колонкой и издала звук, похожий на глубокий вздох. Так выглядел момент, когда разум одного вида впервые ответил разуму другого. И теперь возникает вопрос: если мы можем говорить с собаками, готовы ли мы услышать, что они скажут? Ведь, возможно, они будут говорить не только о радости, но и о боли, о непонимании, о мире, который мы создали. Мы стоим на пороге новой эры, где человек перестает быть единственным носителем разума. Мы живем среди существ, у которых есть память, эмоции и язык. Они жили рядом с нами, когда мы были охотниками, когда стали земледельцами, когда вышли в космос.
Они всегда ждали, когда мы наконец услышим. И, может быть, самое важное открытие проекта Canis не в том, что собаки заговорили, а в том, что человек впервые по-настоящему замолчал, чтобы послушать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.